более года назад 38-летний Андрей Чуев женился на девушке из Донецка, которая оказалась на 17 лет младше него. Несмотря на то, что многие не верили в этот союз, экс-участнику реалити-шоу удалось доказать, что в новой семье у него все отлично. Андрей наладил отношения даже с тещей молодой супруги. Правда, Чуев уверяет, что обе женщины беспрекословно подчиняются его правилам. Как признался герой «Дома-2», в семье царит абсолютный патриархат. После приезда тещи поступило много вопросов, как я с ней нахожу общий язык. Все очень просто. Правильное распределение обязанностей и отношения к ним дают абсолютное понимание и консенсус. В нашей семье нет споров по вопросу, что мы рабыни с мамой, должны убирать целыми днями за тобой. Потому что женские обязанности по содержанию домашнего очага – это норма для нормальных женщин. Так же, как и норма для мужчины, материальное обеспечение женщин, которые содержат очаг в порядке. Крайне необходимый аспект в хороших отношениях – это четкое понимание, что патриархат – дело хорошее, а не попытка унизить женщину. Для меня, женщина сама себя унижает, когда сначала пытается загнать мужчину под ноготь, а потом, загнав его туда по самое не балуй, удивляется, почему он ничего не делает. В отношениях теща должна быть желанным гостем, а не костью в горле. Тогда теще хочется заботиться и чаще приглашать в гости. Дура та теща, которая думает, что ее вмешательство поможет в отношениях, а моя – золото, заявил Андрей. Андрей признавался, что полностью обеспечивает 20-летнюю жену. Также Чуев много помогал теще со здоровьем, например, оплатил операцию женщине, покупал необходимое дорогостоящее лекарство. Экс-участник телешоу отмечал, что иногда чувствует заметную разницу в возрасте между ним и супругой. Поэтому называет Викторию дочерью. Девушка же, в свою очередь, решилась основательно взяться за супруга. Девушка посадила Чуева на строгую диету, которая ему необходима. Ведь несколько лет назад врачи нашли у Андрея серьезные проблемы со здоровьем, межпозвоночную грыжу. Первая операция не только не принесла успехов, но и оказалась крайне неудачной. Врачи прооперировали не тот позвоночник, начались осложнения, заражение крови. Только израильские доктора смогла спасти его жизнь. И стоило это, по слухам, около $40 000. Недавно Виктория расписала мне диету, посадила на нее, но продержался я, к сожалению, всего 2 недели. Отбивные из укропа, наваристый бульон из редьки, и салат с кунжутом в кунжуте не вкатил. Шучу, конечно. Умница она у меня, это я кишкоблуд.
Голодный я еще и злой. Решили пробовать другой метод – жрать все, что влезет, но больше заниматься спортом, рассказывал Чуев.